Всем привет, добро пожаловать, и мы переходим к нашему модулю компании. Сразу хочу сказать, компании глобально бывают двух видов. Первый– это когда трафик идет на прямую ссылку компании, то есть трафик сразу заходит в трекер. Второй вид– это когда трафик идет сначала на какой-то сайт, и далее мы уже подключаем к этому сайту какой-то из скриптов интеграции. Скрипты интеграции берутся на вкладке «Интеграция» в настройках компании. Это и есть глобальное различие между двумя типами компаний, и рассматривать их настройки нужно отдельно. Поэтому мы начнем в первую очередь с более простого формата наполнения и настройки компании. Это когда трафик идет на прямую ссылку компании и сразу заходит в потоки, в трекер, и уже дальше происходит работа. Потокам, их настройкам и большому количеству другой теоретической информации мы посвятим отдельный плейлист. Сейчас на этом останавливаться не будем. Создадим первую компанию, создадим поток и поставим в этом потоке схему лендинги и офферы, настроим переход с лендинга на оффер и проверим, как это все работает. В данном видео мы рассмотрим настройку с локальным лендингом и любым типом оффера. Также отдельно будет видео с лендингом редирект, где покажу, как настраивать такой тип по редиректу. Итак, переходим в создание компании. Компанию мы уже знаем, как создавать. Нажимаем «Создать поток». Открывается окно создания потока. Задаем имя. Пусть это будет дефолтное имя, можете ввести любое. Тип потока также оставляем обычный, позицию, все здесь оставляем обычное. И переходим на вкладку «Схема». На вкладке «Схема» мы выбираем, оставляем лендинги и офферы и загружаем наш лендинг. Это должен быть zip-архив, в котором должна быть страница index.php или index.html, то есть один индекс файл с расширением HTML или PHP. И, естественно, другие все файлы, то есть ваши скрипты, ваши стили и так далее. Имеется в виду, что обязательно индекс главной страницы должен быть индекс HTML или индекс PHP. То есть мы загрузили уже из партнерки Land, он zip архивом у нас где-то хранится, мы переходим к созданию. Выберите файл и добавляем его. Пишем имя и нажимаем загрузить файл и сохранить. Готово. Лендинг создан. Можем переходить к созданию оффера. Сразу уточню, не обязательно наличие и лендинга, и оффера в потоке. В трекере Кейтара лендингами называются посадочные страницы, то есть там, где вы даете какую-то подводящую информацию к своему офферу. Лендинги это преленды, офферы это ленды в другой терминологии. А, Оффер не обязательно добавлять в поток, точно так же, как и не обязательно добавлять лендинг. Вы можете добавить или то при данной схеме лендинги и офферы. Но если вы добавляете только оффер в трекер, то добавляйте его именно как оффер, потому что вы сможете собрать больше статистики в трекере. Итак, добавляем наш оффер. Можем создать самый простой оффер, тип редирект, например. У вас ссылка какая-то на оффер из партнерки. Вот здесь мы обязательно указываем, какую партнерскую сеть мы льем трафик, если мы работаем с партнеркой. Например, это вот некая V-Partners, да. Тип HTTP редирект, самый распространенный, можете им пользоваться без проблем, все работает. И указываем ссылку. Готово, мы создали оффер, нажимаем применить, сохранить. Готово, компания с лендингом и оффером внутри в одном потоке создана. Теперь нам обязательно нужно настроить переход на оффер в рамках трекера. Нельзя поставить на оффер какую-то ссылку партнерки и пускать трафик через трекер. Это не будет работать. Обязательно нужно настроить переход в рамках трекера. Для локальных лендингов, о которых мы сейчас говорим, то есть если вы архивом загрузили сайт в трекер, для локальных лендов это делается с помощью макроса offer в коде на кнопке. Переходим в поток, схема, и вот здесь карандашик нажимаем. Это откроет редактор кода, редактор лендинга. Вот здесь по карандашику открывается редактор кода. Здесь отмена. И что нам нужно сделать? Мы должны здесь найти ту кнопку, с которой идет переход на оффер, которая логически предусмотрена для того, чтобы на нее нажимали и переходили на оффер. Где мы можем это сделать? Зайти в компанию, открыть этот оффер наш в браузере и посмотреть, какой текст на этой кнопке. Вот здесь этот текст, да? Тут может быть несколько кнопок, может быть разные кнопки. Мы на примере одной покажем, и вы сможете уже на все остальные поставить. Базово вот здесь, да, берем этот код, копируем и идем обратно в редактор, ищем эту кнопку. Вот она здесь. Такого вида кнопка одна. Мы видим, что эта кнопка в верстке описана вот таким вот образом, да, самая простая кнопка. Все, что нам нужно сюда сделать, что нам нужно сюда добавить, это добавить атрибут href и указать ссылку на наш макрос. Вот так это делается. Href равно offer. Мы сделали все, что нам нужно для того, чтобы настроить переход по кнопке с лендинга на оффер. Жмем сохранить.
Да, уточню еще раз, что это касается только одной кнопки. Если у вас 10 кнопок, нужно 10 этих тегов добавить, 10 атрибутов с макросами. Вот. Также, возможно, по-разному в верстке описана сама логика перехода. Это может быть какой-то скрипт, это может быть что-то еще. Но все, что настраивается на стороне трекера, это вот href offer. Это все, что нужно сделать. Мы переходим дальше, сохраняем, да, переходим дальше в компанию, обновим страницу, давайте на всякий случай. Копируем ссылку и кликаем по ссылке компании. Видим, что мы по ссылке компании перешли на локальный лендинг. И вот здесь мы видим эту же кнопку, которую мы отредактировали, и при клике на которую мы будем переходить на оффер. Да, кликаем, и идет переход на оффер, который мы указали у нас в трекере, в потоке. Вот он этот оффер, тест видео, да, по ссылке Keitara.io. То есть мы правильно все настроили, настроили переход с ленда на оффер в рамках трекера. Также обратите внимание, что вот здесь в URL передается sub-ID клика в параметре click-ID, sub-ID клика трекера, который передается за счет того, что мы указали вот здесь партнерскую сеть, и вот здесь автоматически добавляются параметры. Это тоже важно обратить на это внимание для настройки постбэка в дальнейшем. Мы рассмотрели базовую настройку компании с одним потоком и схемой лендинги и офферы, где присутствует и лендинг, и оффер, и правильно настроен переход с ленда на оффер. Далее мы рассмотрим такую же настройку, но с лендингом редирект. Это также часто используемая схема. То есть, когда ваш ленд находится не архивом в трекере, а находится на каком-то другом хосте, да, он не в трекере, просто сайт на каком-то другом хосте, к которому у вас есть доступ. Далее мы переходим к рассмотрению такого кейса в следующем видео. Спасибо за внимание и смотрим дальше.